Magic TV. Рады. Рады. Джай Шри рады. Рады. Такой подарок. Целая ванна фруктов. Привет всем, намасте, друзья. Салам алейкум. С наступающим. Просили меня съездить в центр, поснимать город предновогодний. Вот я собрался сегодня. Сейчас вот поеду в центр, поснимаем, поедим чего-нибудь. Схожу на рынок, посмотрю обувь себе, может быть, надо мне кроссовки купить новые. Сегодня 30 декабря, завтра 31, ночью будет уже Новый год. Как отсюда уехать в центр? Можно просто вон там стоять на дороге и ловить, голосовать, руку поднять, маршрутка остановится или автобус остановится. А можно пройти туда дальше до конечной остановки. Я сейчас, наверное, скорее всего поеду на Микрике, на Дамасе в центр, потому что он быстрее едет. Погода сегодня вот такая, солнце немножко в дымке в такой. Ну, не очень солнечно, но тем не менее солнышко есть. Такое не очень сильное. Температура где-то, наверное, я думаю, градуса 4 тепла. 3-4, где-то так. Вот по ощущениям довольно тепло. И вот смотрите, вот они стоят, эти Дамасы, тут ждут своей очереди, чтобы посадить пассажиров и уехать. Сейчас идем в самый конец этой очереди туда. Вернее, в начало этой очереди. Приехал в центр, друзья. Хорошая погода, тепло, классно. И сейчас сначала хочу я поесть сходить, пообедать. Сейчас 1:30 время. И потом походим с вами по рынку здесь. А сначала в кафешку мою любимую. Здесь есть маленькое кафе. Чуть подальше от центра, там так можно пройти. Сейчас я вам покажу. Мне там нравится завертон с курицей. Такой по-турецки, который называется в Турции дурум, а здесь называется лаваш. А во Владивостоке почему-то называют шаурма, хотя это не шаурма. Шаурма по-другому сделана. Много людей сегодня в центре. А сейчас выходные, кстати. Уже здесь выходные, праздничные дни начались. 3 числа на работу людям здесь. Вот эти новогодние праздники заканчиваются 3-го, 2-го последний выходной. Вон елка. Музыка. Здесь я могу пройти на ту сторону. Со стороны рынка хочу посмотреть. Вот такими приходится какими-то кренделями ходить. О, это вход в рынок главный. Вот это, смотрите, орехи продают. Все продают. Красота. А нам сюда к елочке. О, мед. О, вот елочка. Здесь на рыночной площади елочка. Пойдемте обедать, друзья. Потом мы сюда вернемся еще после обеда. Здесь классно сегодня. Смотрите, какая красота. При простуде чебрец. Попробуйте мед. Хорошо. Рахмат. Да я русский, можно по-русски сказать. Вкусно? Мед супер. Блогер? Да. Ютуб или что? Ютуб.
Как канал называется? Индия Magic TV. А откуда сами? Вообще из Владивостока. Ну я там... Да, там я не был уже 3 года. Давно, уже забыл, как это. Вот это, кстати, российский. Липа есть. А у вас здесь пасека, да, где-то? Да, да. Вот это 3, это Ферганет. своей пасеки. Не, в Киргизии. В Киргизии? Нет. Приезжайте сюда, да, из Киргизии? Нет, мы не приезжаем. Мы живем здесь, а мы выезжаем туда на лето. У нас здесь такой растительности нет. Понял. Понял. Ага. Спасибо. Это вот с чабреца. Мед. А здесь же просто можно ездить туда-сюда, да, просто в Киргизию. Просто, но ездить можно. Я вот уже полгода здесь живу, сейчас, у друзей. Ферганет? Ну, спасибо. Может, куплю, потом сейчас поснимаю, покажу. Очень вкусно. Если Реально. вдруг что-то Да. надо, Хорошо. Мед это очень хорошо зимой. что касается. Хорошо. Как канал еще раз? Индия Magic TV. Ну, там я долго в Индии жил, поэтому у меня про Индию много там. Понятно. Про Корею, про Индию, Шри-Ланку. В Турции прожил 2 года. Сейчас сюда приехал. Почти как дальнобойщик. Да. Хорошо, зима хорошая, мне очень нравится. Ну да, у нас зима. Замечательно. Ага, ну ладно. Давайте. Хорошего дня. Тут, конечно, сегодня такие россыпи фруктов. Смотрите, какая зима классная здесь в Фергане. Обалдеть. Вот у парня пасека в Киргизии. И вот живут здесь, а пасека в Киргизии. И вот так вот работают. Ездят туда-сюда. Тут до Киргизии 15 километров на самом деле. А говорит, что здесь не растут те растения, которые есть в Киргизии, из которых получается мед. Но у него действительно супер вкусный мед. Я вот попробовал, знаете, мед как какой-то, как крем какой-то на торте. Вот такой кайфовый мед. Ремонт телефонов. Смотрите, как классно. Яйца, шашлык. Вот беляши, чебуреки. Запахи какие. Запахи очень вкусные. Вот, видимо, центральный этот пункт выдачи Узум этого маркетплейса. Да. Узбекского самый большой маркетплейс. И не только маркетплейс. Там и, инфраструктура цифровая. Там и банк. У них есть Узумбанк. И, кстати, Капиталбанк, вот большой банк местный, узбекский Капиталбанк, он сейчас входит в эту вот инфраструктуру Узум. На Узуме что-то дешевле. Например, ту же самую еду можно заказывать, там, Кока-Колу. Она будет процентов на 15-10 дешевле, чем в магазине Кока-Кола. Приносят на следующий день. Вот сегодня, допустим, закажу, завтра уже привезут вечером. Поэтому что-то такое вот вместо того, чтобы ходить в магазин, можно заказывать на Узум. А что-то дороже. Вот некоторые вещи, какие-то железки, да, там гвозди, шурупы, вот что-то такое. Например, в хозяйственном магазине дешевле можно купить. Вот, кстати, кошачий магазин. Я здесь когда-то покупал для Рокси еду в этом магазине. Перешел на эту сторону улицы, потому что наше кафе здесь. Что мне нравится здесь, это светофоры. В Индии очень долго ждать, когда загорится зеленый свет. Ну просто очень долго. Можно минут 15 стоять там и ждать, когда появится зеленый свет. И даже когда он появится, вас не всегда пропускают. Индийские водители они. Здесь елки украшенные. Все, смотрите. Я издалека думал, что елки продают тут, а это просто елки, те, которые растут. Вот оно, это кафе. Небольшое кафе, которое мне нравится. Ну вот я смотрю, что оно нравится не только мне, там много людей.
сегодня. Здесь очень тепло, прям жарко, натоплено. Я разделся, снял куртку. Классно. Жду, когда мне сделают этот завертон, лаваш. Я специально вот за этот столик сел, который напротив выхода, чтобы было прохладней. Ну, потому что реально жарко. Можно сидеть здесь в рубашке и в шортах. Жарит мой куриный завертончик. А зачем ты закрыл дверь? Так хорошо было. Вентиляция. Парень дверь закрыл. Вот такое. Классно, вкусно. Вот, есть зеркальце. Привести себя в порядок. Это отличное кафе. Вообще тут так вкусно все у них. Супер. Ну, быстрая еда вот такая. Лаваш куриный я вот брал. 23 тысячи сум. И кофе. Кофе от 5. 28 за кофе и лаваш. Чуть больше, чем $2. 26 это $2. 28 это чуть больше, чем $2. Мне кажется, у них здесь вкуснее, чем обычно в Турции. Я вот покупал дурум. Дурум называется это блюдо в Турции. А вот под открытым небом прямо кафе. Да. Да, потому что светофор не работает. Вот парень стоит, регулирует. Видимо, светофор сломался. Сейчас он скажет, когда можно будет идти. Все. Разрешил нам идти. Остановил машины. Да. И пойдем, друзья, на рынок, на базар. Базар называется. Здесь вот как-то слово рынок, оно не в ходу. Все говорят базар. По-индийски, собственно. Да, в Индии рынок на хинди это базар. Так же, как и вот на узбекском. Базар. И в Индии базар. Палика базар, помните? Мейн базар, Палика базар. В Индии, да, все тоже базар. Пока светло, мы с вами сходим в парк, в центральный. Посмотрим, как там 30 декабря в парке перед Новым годом. А на рынок мы можем сходить и попозже. Давайте перейдем на ту сторону снова опять через этого регулировщика. Вон там я вижу елка впереди, в тумане. Сегодня туманный день такой немножко. Я вижу елку. Большую, огромную. О, какие эти классные. Классные. Привет. Везде эти зайцы китайские. Вот. Игрушки продают. Вон, идем к елочке, друзья. Там такая, я вижу, мега елка. Высокая. И елка. Классные. Вон там пирожки, шашлыки. Пойдемте посмотрим. Мне нравится вот как дым. Знаете, запах вот как в Турции. На фестивале, помню, там фестиваль еды был в Турции. Я снимал, есть у меня ролик. Можете посмотреть. Про фестиваль еды в Анталии. О, шашлыки, красота. И там было вот так же. Много-много дыма. Как в Индии, сладкая вата вот эта. Везде в Индии продают ее. В разных парках. Очень популярно. Такие мужички ходят с ней. Вот точно так же. На палке носят и продают. В Индии. В Дели много. В парках. Вот это. Сладкая вата. Я называю ребят, которые продают вату в Индии. Ватники. Кто такие ватники? Это тот, кто продает. Продавец сладкой ваты. О, здесь все больше и больше людей. Вот уличная еда, смотрите. Вот она, эта вата. Вот эта вата сладкая.
Попкорн. Кукурузка. Это вот в Анталии тоже много точно таких же автоматов. На силу удара. Лотерея. Да? О, это же этот. Курут. Разного цвета. Классная штука. Вот этот мне нравится, вот этот. Вот этот, это копченый. Здесь покупают люди к пиву вот это дело. Вот эти штуки. А вот в парк можно зайти вот так. Да, это вход в парк уже. На елочку. Да, здесь настоящие, друзья. Сегодня массовые гуляния. Вот подарки. Подарите нам подарок. Сколько стоит подарок? О. Кофе есть там у вас? Ага. Кофе купил. А здесь смотрите, какая красивая кукуруза. Если бы я не поел лаваш, я бы сейчас поел кукурузы. Но она уже... Для нее нет места. 5000 кофе. И дали мне еще 5000 сдачи с десятки. Да. Но я вот не могу через соломинку кофе пить. Надо где-то остановиться, присесть и попить кофе. О, смотрите, какая штука. Что это? Вагончик. Вот, чем ближе к елке, тем больше людей. Опять кофе, смотрите. Вот точно такой же киоск от той же фирмы, что и я купил. Кофе с собой, видите? За 5000. О, какие красавицы. Снегурочки. Красавицы. Елка. Вот она. Центральная елка, друзья. Да. А на елке что написано? Кока-кола. Вот, друзья, наслаждайтесь праздничной атмосферой солнечной Ферганы. Хорошая погода сегодня. Да, хоть и солнца нету особо, но не холодно. Вот елочка. Здесь фонтан летом, а зимой елочка в этом месте. Вот. А здесь можно сфотографироваться с медведями. Вот медведи. Ну, у нас здесь даже снежок выпал в Фергане. То есть он остался еще тогда, когда-то он выпал. Давно. То есть у нас настоящий Новый год здесь. Вот они. Там человек внутри, оказывается. Я думал, он автоматический какой-то. Знаете, аниматроника. А там на самом деле, как в домике, сидит парень вон там внутри. В этом медведе. Это что, камера, что ли? Камера? О, такой красивый, да? Да. Медведи классные, огромные. Да. Я думал, он механический, а там человек внутри сидит. Да, там человек. Да, он там у него как это, палатка-то. Классная работа. Ладно. С наступающим. О, какой джип, смотрите. Супер. Классный джип. Вот здесь можно купить к кофе какой-нибудь попкорн вкусный. Смотрите, какой классный. Какой классный. Попкорн. Это скамейки такие. Посидеть, отдохнуть. Смотрите, какая интересная штука. И там люди расписываются внутри. Там много-много росписей на стенах. Это специально. А, вот и все, да? Я прошел насквозь эту часть парка. Надо вернуться и туда, потому что вот основной парк, он там. Ну вот здесь я сейчас посижу на скамейке. Вот, напротив елочки.
И все-таки выпью этот кофе еще раз. Еще раз. Один кофе я выпил уже сегодня. Вот. Да. Немножко повеселиться, поднять настроение себе. А то настроение не очень хорошее. Год был стрёмный. Год этот уходящий никак не может остановиться. Косит людей до самого конца. Азербайджанский самолет упал, погибло там больше 30 человек. И сегодня утром в новостях я услышал, что южнокорейский самолет разбился в каком-то городе, в аэропорту, на посадке в Южной Корее. Там погибли люди, 180 человек. Все, кто был на борту, все погибли. Ужасный год. И я очень надеюсь, что 25-й, может быть, хоть чуть-чуть будет лучше хотя бы, чем этот 24-й. А если в туалет захочется там, в этом медведе? Как он туда заходит, интересно. Вижу, вентиляция. Там у него дырочка, и там вентилятор вставлен. Настоящий вентилятор, он крутится. А дверца где? Дверца где-то замаскирована. Деды Морозы и зверушки — это все для селфи. Для детишек. Классно. Избушка Санты. Здесь район елочки, а там вон парк. Я сейчас вхожу в городской парк. Везде продают курут вот этот. Отличная штука под пиво, кстати. Вот это. Arpa burday osh bo'lmas. Qarg'a bulbuliga qarindosh bo'lmas. Yigitlar ishda bo'lsa bosh, yigitlarga bosh bo'lmas. Yigitlarda davrada tomoshada mayli ishga bo'ladi. Ana endi ana shu o'rtada. Yaxshi turing joyingda. Assalomu alaykum deb ta'zimlar, salomlar bo'lar ekan. Marhamat, kam bo'lmasin. O'y tomondagi insonlarga, bu tomondagi insonlarga salomlar. Kam bo'lmay mashavat. Ey mashavat. Hojatimizni ko'rdingizmi? Ko'rishib keling qani? Ko'rishib keling qanaqa bor. Yashang. Oh, salomlarni qarang, kam bo'libsan. Bu tomonga qo'y. Ishlarni ko'rsanmi? Mana. Sen tayyorda, hadi qo'yamiz inshaalloh. Mana to'g'risiga. Hoppa. O'yinda tayyora. Qani. Bu tomonlarga tosh tortib, yegarish toshlarni qimirlatib. Bu tomonga qo'ying. Yangi qo'yishlar bor. Tenda yaxshisi kiyib turadi. Спортивная площадка прямо в парке. Ребята играют в теннис. То есть не сидят по углам, не пьют пиво, а играют в теннис. Очень приятно. Молодцы. Молодцы узбекистанцы. В Сеуле мы ездили в парк, и там была вот такая штука тоже. Я на рынок пришел, вещевой. И не только вещевой. Смотрите, это как раз то место, где я пирожки все время брал. Здесь шашлык. Вон там пирожки я покупал. Вот здесь пирожки. По 500 сум, так они и есть, как полгода назад. Были по 500 и по 1000. И сейчас столько же. Вот. Это такая едальня большая, здесь такое место классное, видите, здесь много-много всяких этих
мест, где можно поесть. Быстро, недорого. Ну и, наверное, вкусно. Я здесь не ел, правда, ни разу. Надо поесть. Вот они, мои любимые пирожки тут. $доллары меня. Парень такой. Рубли, доллары меняем. Как в 90-х. Я вспомнил. На рынок выходишь там во Владивостоке. Они стоят рубли, доллары, доллары, рубли. Вот, кстати, можете с рублями приехать и поменять тут напрямую. Вон там впереди вход в этот самый главный ферганский вещевой рынок. Сейчас туда пойдем. Мне вот надо обувь купить, что у меня вот эти кроссовки турецкие. Походил в них 2 месяца, им все подошва. В Турции покупал, говорят, турецкая обувь, типа, хорошая. Вообще полная Г. В смысле, не снаружи она поломалась, эта подошва, а изнутри, где пятка. Продавилась там все. Я туда пенопласта наложил и хожу. Надо. Заказал на Узум себе кроссовки. Ну, 43 размер. У меня 42 обычно, а я 43 заказываю, чтобы... потому что обычно маломерки приходят. А они пришли в 43 как 45. И я отказался. Ну, куда такие огромные лыжи, как лыжи. Обычно покупаешь, они на размер меньше. Китайская обувь это. А тут пришла на размер больше. Написано было 43, она как на вид как 45. В 1,5 раза больше моей ноги. Короче, отказался, отдал назад. Там в пункте выдачи Узум не стал забирать. Ну, думаю, не, обувь надо покупать на рынке, чтобы можно было померить, посмотреть, пощупать. А так красивые были, хорошие кроссовки такие. Ну, довольно теплые на этом Узуме. Уже не стал перезаказывать, потому что думаешь, опять перезакажешь. Они придут, наоборот, меньше на размере, так бесконечно. А вот оптика. Мне надо лупу купить, знаете, увеличительное стекло. Чтобы иногда что-то вот так разглядывать. Лупу хотел посмотреть собой, обычную с ручкой, знаете, так вот. У меня есть очки такие мощные для электроники, там паять, но иногда как бы не надо очки одевать, просто надо что-то посмотреть вот так. А почему в оптику я зашел? Я в одну оптику заходил уже, и там были эти лупы. Я думал, они везде есть, а оказывается не везде. Вот, смотрите, это вещевой рынок. Здесь, как в Индии, смотрите, можно кофе попить. Да. Так, вот скидка. Кроссовки сразу я вижу. 130 этих рублей узбекских. Эти вообще вот по 85. Видите? Ну а чё? Нормально. Кроссовки. Вообще огромный базар. Огромный базар. Здесь вот везде по 130, вот по 85. Сейчас я себе найду какие-нибудь здесь кроссовки так бегать. По Фергане. Вот хорошие. Прочная подошва такая. Прошита. Сколько они стоят, интересно? Такого плана. Здесь не написана цена. India Magic TV, YouTube. TV? Yeah. YouTube channel? Yeah. India Magic TV. Hi, India Magic TV. I came 5 months ago from India. Wow. Yeah. You like India? Yes, I like India. He loves Krishna, it seems. Yeah. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe. It is. Yes. This is my cat. This is my cat Roxy. Turkish cat. ये हमारे लोग हैं अरे 3 दिन पहले की है Yeah. There's many video from India. You know Uzbek? Huh? Uzbek? No. Where are you from? Originally, I'm from Vladivostok, Russia. Russia. Yeah. But I'm already traveling 3 years. Okay, that's cool. I go to think I have Turkey, 2 years in Turkey, 6 months in India. Oh, Then you visited Delhi? Huh? Delhi, you visited Delhi? Delhi is very nice. Oh, I like I many love it. places.
Main bazaar. Oh, I live in Assam. Huh? Assam. Not Assam. Oh, Assam. Yeah, yeah. Assam, Delhi, Gujarat. Gujarat. Oh, from where? You are study here? Yeah, Medicine. yeah. Good. And you live in Ahun Babai Massif? Ah, me too. Yeah, I live there. I know the place near the school. Yeah, yeah, yeah. Yes. I know one small cafe. They give a cheesecake there. Cheesecake. Yeah. Okay. Good night. Have a good day. Have a nice day. Покупают обувь себе девчонки. Одна из Дели, одна из Гуджарата. Ну что, здесь же совсем рядом, с Индией. Перелетел через гору, и ты в Индии. Вот они и ездят друг к другу. Молодцы. Смотрите, уже стемнело. Я выбирал себе кроссовки. Купил кроссовки вот. Видите, иду в них сейчас. Вот такие. Вот такие. Можно еще походить, потому что удивительно теплый день и теплый вечер. Вечером на базаре особое очарование. О, какие салаты. Красота. Ляпота. Бананы 25 стоят здесь, я видел. 25 тысяч. Как бы дороже намного, чем в Индии. И дороже, чем в Турции. Да. Бананы дороже, чем в Турции. Я помню, в Турции было 25 лир. 25-30 лир. А здесь 25 тысяч сум. 25 тысяч сум это примерно 50, где-то 65 лир. 65-70 лир за килограмм. Ну, если с Турцией сравнивать. Какой тандыр, смотрите, классный. Тандыр. Самса. Вот, гуляю все. Надо уже домой ехать к Рокси. Она там, наверное, хочет есть. Завтра у Рокси день рождения. Послезавтра, 1 января. Никто же не знает на самом деле, сколько Рокси лет. Доктор посмотрел, когда я делал ей паспорт и чип. Доктор посмотрел на нее там со всех сторон. Общупал, посмотрел ей в рот, на зубы, на шерсть, на все остальное. И написал ей день рождения 1 января 2020 года. Вот, поэтому мы так считаем, что Рокси будет 5 лет уже. 5 лет для кошки. Эта кошка в самом расцвете сил. Хотя, конечно, на самом деле это тайна. Сколько лет Рокси. Мне нравится вот цветы, букет из мандаринов. Nice. Букеты из мандаринов, друзья, это супер. Нигде не видел до этого. Только здесь, в Фергане, я такое вижу. Букет из мандаринов. Это центр. Давайте пройдем до продуктового рынка сейчас. А вот туалет. 3000 сум написано там. А в других местах 2000 сум. Но это самый тут продвинутый туалет. Он в самом центре. Поэтому 3000. iStore, вот магазин компьютеров здесь. Вот он, магазин. Магазинчик компьютеров, мониторов, всякие мышки там. Вечером я еще не гулял здесь. После захода солнца. Первый раз. Смотрите, какие тортики. Тортики. Обалдеть. Тортики продают прямо на улице. Еще на улице прямо продают. На некоторых столах я видел. Просто огромный прилавок с алкоголем. Вино. Я заметил, Кагор 30 тысяч сум стоит всего. Бутылка Кагора. Уже темно, но люди все еще торгуют, не расходятся, потому что предпраздничный день. Сегодня все будут до последнего. Потому что у людей шопинг сегодня. Предновогодний. Вот, эта часть рынка крытая. Такая, внутри помещения. Большой-большой рынок тоже.
Вот это подарок, да? Такой подарок. Целая ванна фруктов. Супер. Там манго, мандарины, бананы, киви. Смотрите. Вот это подарок, царский подарок. Вот что нужно дарить на Новый год. Корзина с фруктами. Интересно, сколько стоит. Супер. А это, видно, тема популярная здесь. Вот как бы, да, традиционная. Очень много таких подарков. А у нас еще завтра есть день для шопинга. Вот, смотрите. Магазин риса. Классно. Здесь уже все разошлись, видите, все закрылось. А кто-то еще торгует. Солнце зашло, похолодало уже. Уже не так приятно работать на улице. Фактически-то на улице здесь. Он крытый, конечно, но температура такая же, как на улице.